Друзья, привет! Материал на этот выпуск набрался достаточно быстро. И вот дальше вы увидите очень много интересных, новых для себя штук. И я просто хочу заранее предупредить. Иногда моя реакция на какие-то, я не знаю, чудеса строительства может казаться странной. Я просто молчу. Но на самом деле я за кадром нахожусь, и я просто пребываю в молчаливом шоке. Поэтому приятного просмотра. Будем сейчас смотреть квартиру для клиента недалеко от улицы Кастро-Баррус в закрытом комплексе из 4 башен. Входим в комплекс. Комплексу 4 года. И вот видно, как на стене имеется проблема с влажностью. Видимо, у кого-то в санузле текло или течет все еще. И от этого спучивается и отслаивается покрытие. Будьте ответственны за своими собаками. Типа, чтобы она не тусила по газону. Все остальное. Ага. Por escalera. No hay ascensor? No, en esta torre no. Ага, а в этой башне нет лифта. Пешком поднимаемся. 2-й этаж. Свой небольшой балкончик. Очень интересно сделана кухня. Это опять привет аргентинским строителям. Давайте посмотрим. Что здесь интересного? Это то, что почему-то разместили по левой стене все, которая короткая из-за прохода. И у нас помещается здесь в итоге газовая плита, мойка и стиральная машина, например. И все. А где рабочие поверхности? А если бы сделать вот по этой стороне кухню, она была бы намного больше. Можно было бы мойку сделать где-нибудь здесь перед окном, газовую плиту поставить туда поближе, чтобы сразу и газ уходил вот сюда. И тут еще непонятно, какие-то разводы. Кстати, это тоже должен быть вентиляционный короб, в который, как мы уже знаем, может запросто попадать водичка дождевая. Короче, при желании и наличии ровных рук можно это все переделать, чтобы выиграть больше пространства и больше пользы от этого помещения. Спальня номер 1. Небольшая. Так, наверное, будет около 2,5, там 2,80. И вот так около 3 метров. 4 года назад построили, но вот кто это делал внутри, использовал что-то максимально дешевое. Но это такое, не знаю, у нас давно так даже не делают. Теперь 2-я спальня посмотрим. Все то же самое. Но нет, здесь поприличнее шкаф. Теперь самое интересное, смотрите. Санузел. Тоже интересно, что у них дверные вот эти коробки делают обычно металлические. И самые дешевые, простые. И теперь внимание. Па-бам! Это способ закрепить зеркало при помощи выключателя. Насколько я понял. Ну, иных ответов у меня нет. И вот что это с такими кривыми плитками. Вот так порезано. И вот. Я прибыл к знакомым вам декорациям. Меня пока не отпускала все-таки эта мысль. И я решил для себя или все-таки поставить многоточие и углубиться дальше в этот вопрос, или поставить полностью крест. Поэтому сегодня пригласил специалистов технического профиля для того, чтобы изучить вопрос намокания стен снизу. Между тем, сконтактировал еще более внимательно с текущим арендатором, который сейчас внутри там живет. И он мне сказал наверняка, что вода во время дождя с потолка капает в 2 местах. И вне зависимости от дождя вода постоянно снизу идет
от основания стен. И это связано будет, скорее всего, именно с отсутствием слоя горизонтальной гидроизоляции. Раньше, возможно, так строили, просто без нее. А риэлтор, когда узнал, что я собираюсь пригласить специалистов, заранее обозначил свою позицию, что хозяин не готов двигаться ниже 20, потому что предложения такие были, типа 19 там, или 19 500, и он их все отверг. Ну, посмотрим, имеет ли смысл вообще ввязываться в эту авантюру. Вот я показываю само здание и то, что к нему прилегает. Если в целом проблема обычно с этой влажностью снизу решается таким образом, что снаружи делается подкоп на ширину отмостки, делается дренаж и в том числе горизонтальная гидроизоляция за счет того, что разбивается по частям кладка кирпичная, допустим, выливается там цемент заново, бетонное основание, и кладется слой гидроизоляции, то эта работа должна производиться поэтапно, чтобы вся стена не опустилась, не рухнула, и занимает довольно-таки много времени. Но техническая особенность конкретно этого здания в том, что у него есть 3 внешних стены. Вот они. 1, 2 и 3. И 2 стены у него внутренние, то есть прилегающие с соседями. И вот там, чтобы эту проблему решить, а она есть и там в том числе, необходимо будет разбивать пол уже внутри самого дома. Вот здесь по этой стене, вероятнее всего, проходит как раз помимо канализационной и труба подачи воды, потому что санузел находится вот вдоль этой стены, там вглубь помещения. Текущий жилец сказал, что вся стена мокрая, именно вот эта стена, где санузел. Внимание привлекает то, что вот здесь разобрана тротуарная плитка. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Saben, cambiaron este caño o qué hicieron? Cuando rompieron la regadera para poner unos caños de luz, creo que eran. ¿Caños de luz? Creo que era de EPEC, de luz. Ahí está la caja del otro lado. Rompieron acá y no arreglaron más. Короче, говорит, что свет, когда что-то там перекладывали кабели в трубу, разобрали бордюр и не собрали. Приехали всех, кто мог приехать. Bueno, entonces lo que me preocupaba es posibilidad que la humedad podría venir desde abajo de las paredes, porque este es bastante viejo año de construcción y la tecnología no supondría a usar capa aisladora horizontal. Ajá. Y yo vi en las fotos, en algunas paredes, si podríamos pasar, sí. Acá ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. y acá. Noticiero 12, ¿cómo están, Vale? Muy bien, Pepe, buen Y mediodía para todos. sí, es húmedo. Un poco de cambio de Здесь вот видно влажность по низу. Он говорит, что трубы все поменяли, и это уже пластиковые трубы. Но видишь, они, получается, меняли. Даже поменяли, почему, откуда влага здесь? Ну да, вот это все влажное. Вот эта часть я вижу металлическая. Уголок этот металлический. То есть они поменяли только часть, до которой смогли добраться. То есть они, видимо, начали, поняли, что объем работы больше, чем на них. Ahí están esperando que se seque porque se humedeció la pared. Pero esta parte, esta esquina es de metal todavía. Por eso se puso ahora de plástico. Y están esperando que se termine de secar todo para empezar a revocarlo y todo. Empezar a rebajar y van a cambiar después esta parte, ¿no? No, así como está queda así. Bueno, y ya cambiaron acá. Они не стали кафель менять, не стали смесителя менять, потому что это дорого, поэтому они поменяли только эту часть, а все остальное оставили. Да. Тут, короче, вопросы не решили. Просто что-то попытались сделать кое-как, абы как. Если браться, получается, что тут взрывать пол и смотреть, насколько, что там сделано,
труба, вот как я сказал, она идет вдоль этой стены, внизу, получается, где-нибудь в основании стены, скорее всего. То есть тут можно разбивать, смотреть. Ну, стена мокрая, где-то течет. То есть, может быть, даже она же металлическая труба, от нее это все идет. Со входа, получается, влажность у нас прямо здесь есть, на этой стене. И на что вот Гильермо и его друг Оскар обратили внимание, на то, что пол тоже деформирован. Он, очевидно, не горизонтальный, а здесь он как будто бы ниже. Имеет вот такой уклон в эту сторону. То есть, или здесь просело со временем, или что. Но на стене не видно следов проседания. Или это так делали изначально, или что? Sí. Y hacerle toda una membrana, digamos. Sí, sí. Hay que sacar todo desde arriba, hacer una membrana o construir otro piso, por ejemplo. Y habría que ver si dan los cimientos para eso, Ajá. ¿no es cierto? Ah, Pero para por ahí mantener los la presión. Claro. Porque Ajá. vos vas a hacer una piso arriba y si lo haces de material se te puede hundir todo. Добавлю важное. В Чили в 1960 году произошло крупнейшее в истории наблюдений землетрясение магнитудой 9,5 баллов, в результате чего пересмотрели нормы строительства во всей Латинской Америке и ввели обязательное возведение цельных фундаментов. Это называется encadenado inferior, то есть внутренняя обвязка, и также encadenado superior, это верхняя обвязка стен. Насколько этот домик соответствует этим нормам строительства и насколько заявленный возраст этого домика соответствует реальности, еще предстоит выяснить. И в принципе это можно будет сделать, я думаю, когда начнем ломать пол или снаружи разбирать бордюры, чтобы подкопаться под стены и увидеть, есть ли там слой гидроизоляции. El cimiento no tiene la estructura para un piso más. Bueno, pero ¿cómo ves y cómo ves vos, Oscar, la solución del problema de humedad de abajo de las paredes? Y hay que hacer lo que se llama Una capa aisladora. capelador. Capa aisladora, rompiendo por partes. Sí, por parte. Y bueno, hay 3 paredes externos y 2 internos. Internos Y también. ahí la tienen. haces al 50%. O sea, le das y después haces una capa aisladora vertical para Sí, sí, arriba. para todo. Hacia arriba. O sea, rompes abajo, vas haciendo los tramos. Bueno, pero si tenemos pared interna común con vecinos, ¿cómo hacemos? ¿Rompemos sí o sí? Sí, no hasta el vecino. No hasta el vecino. O sea, la haces, si tiene 30, la haces 15. ¿No es cierto? La mitad. Ahí la lo mitad. llenás, lo vas llenando y después le haces picás todo lo que sería el revoque Ага. y ahí le haces una capa aisladora vertical, digamos. И тут я все-таки решил переспросить у Гильермо, потому что я сначала подумал, что неверно его понял. То есть то, что он предлагает, внутренние стены, которые граничат с соседями, на 50% вглубь разбить, допустим, там кирпич, то есть если это 30 сантиметров, на 15 сантиметров ее разбить, но не трогать сторону соседа, углубиться и сделать помимо горизонтальной гидроизоляции, также и вертикальной. Но прикол в чем? Капиллярный эффект со стороны соседа сохранится. Если влага с земли, если в земле есть влага, она будет впитываться в эту стену и передаваться выше. И получается, если с моей стороны гидроизоляция будет идти вот так, то по соседской стороне влага будет подниматься выше и потом точно так же на мою сторону переходить. Bueno, y este problema puede quedarse del lado del vecino Sí, si él no quiere arreglarla. si él no lo quiere arreglar, va a quedar de tu lado bien y del otro lado no, mal. ¿No es cierto? Pero constructivamente y estructuralmente no No va a es. pasar nada. Entonces, No, la estructura no se la ve mal. Hay que ver el tema vecino, seguridad. bueno, gracias. Entonces les libero y voy a estar esperando a la respuesta. Bueno. Поднимемся еще разочек на крышу. Лестница очень крутая, то есть тут в любом случае надо как-то переделывать. Может, какую-то винтовую ставить. Опа. Ну и здесь вот, что не совсем понятно. Бак воды понятно, вот он. Там, наверное, старые они положили. И тут вот эти
лаги, которые идут, они тебе не дадут использовать нормально это помещение. Их или спиливать до той стены с соседом, если они какую-то конструктивную функцию несут, не знаю, вот эту стену, например, удерживают от того, чтобы она не обрушилась наружу. Ну, в принципе, вверху вон рельс лежит, который ту же функцию может выполнять. Вот интересное тоже конструктивное решение. Из крыши выходит вертикальный такой, даже не сказать, что он вертикальный, он под наклоном идет, швеллер, и рядом с ним вот видно там скопление какой-то грязи, то есть там вода тоже должна застаиваться, и по нему, в принципе, тоже может проходить вниз. По следам белым, понятно, его там пытались жидкой мембраной, так называемой, пропитать. Но, как здесь все сделано, видно, что не совсем людям понятно, что вода сверху вниз течет и будет просто туда затекать. Короче, тут, если говорить о перспективе, то вот этот швеллер вырезать, следующий вырезать до стены с соседями, и тогда получится пространство для, как минимум, там, одной спаленки, тут санузел какой-то на углу, и тут еще одна, допустим, может быть узенькая там спальненька или кабинетик. Это как на перспективу достройки. Ну что, я возвращаюсь с этого осмотра. Стараюсь держать телефон осторожно. По словам обоих специалистов, и аргентинца, и русского мастера Александра, ничего глобально страшного в принципе нет. Проблема влажности решаема, и она хоть и есть, но прям стены не супер мокрые, надо сказать. Конечно же, плоская крыша течет, как и в большинстве домов и квартир в Аргентине. И, как предложил Александр, вариант, вместо того, чтобы долбить стену и демонтировать старую металлическую трубу, можно ее обрезать, допустим, на входе и на выходе, и параллельно ей или просто по любой удобной линии пустить пластиковую. Я внес предложение 18 тысяч и сказал, что готов хоть сегодня резервировать. Вот я одну квадру не дошел до Ля Каньяды, этот танго цунами. И здесь уже мы видим вдоль Ля Каньяды стоят вот многоквартирные дома. Тоже видно старых годов постройки, судя по их стенам. Где-то вот такие возвышаются домики, более как будто современные. И смысл в том, что, как интересно, здесь граничит и вот такая дрань и беднота, когда люди просто на улице спят и живут. И, ну, эти дома, конечно, богатыми не назовешь, но цены сразу же возрастают. И вот процесс, чтобы оценить динамику, идет. То есть что-то строят или реконструируют. Сейчас мы посмотрим, что там происходит. И при этом вот есть какие-то здесь склады, гаражи или что-то такое. Бам. Hola. Hola, ¿qué hacen? ¿Desarman? Casi. ¿Están desarmando este edificio o qué hacen? ¿Y hay que sacar en completo? Oh. Mugre. ¿Para construir otro? ¿Más alto? Ahora los pibes ahí con el iPhone 17 Pro Max. Ребята-строители были рады попасть в кадр и спросили, где потом себя можно найти. Короче, сносят здание полностью, чтобы построить другое, более высокое. И это говорит о том, что спросом пользуется, конечно, земля, но которая поближе к каналу. Вот мы сейчас подходим к Ля Каньяде. И здесь, конечно, вот здание, потому что это удобное расположение. Туда вглубь, ну, не знаю, когда дойдет такой спрос. Перспектива лет, десятилетий. А сейчас мы находимся по 2 квадры по другую сторону от Ля Каньяды. И здесь, помимо вот этого упитанного Человека-паука, можно также наблюдать процесс застройки, перестройки
и так далее. То есть вот такого формата строительства в Нуэво-Кордове сейчас неотъемлемая часть. И когда земля заканчивается, возникает вопрос: или сносить что-то чуть более старое, чуть более далекое, чтобы построить вот такую более плотную застройку. Ну что ж, переспал еще одну ночь с мыслью о покупке этого домика за 22, а на самом деле уже за 20 500. Это цена, за которую реально готовы отдавать. И вчера вечером отправил запросы 2 знакомым архитекторам, чтобы получить информацию по поводу норм ФОС и ФОТ. Это разрешенный процентаж до строек, но на этой площади. Дело в том, что один архитектор сказал, что эта зона, район ВМС, находится под протекцион патрональ. Это означает, что защита, наверное, как зданий или строений от превышения как раз норм застройки. Посмотрим, какой будет ответ, и уже на основании этого будем делать какие-то выводы, потому что от этого зависит, собственно, весь инвесторский интерес к этому объекту. Ну и сейчас еду на осмотр 2 квартир для клиента. Пока удалось по 2 договориться, а вообще в списке у нас их 5 пока что. Будем смотреть. Сумма тоже до 45. И, это нормальная цена, в принципе, за которую можно что-то адекватное найти. Хотя все-таки сейчас из-за того, что высокий сезон, цены чувствуются, что слегка завышены. Сейчас будем смотреть вариант квартиры до 45 тысяч долларов для клиента Александра. И вот мы заходим в этот комплекс, который имеет несколько квартир и такую общую территорию. Поднимаемся на первый по аргентинским меркам этаж. ¿Este? ¿Es para qué? Un poquito de perfume. Perfume, olor. Aunque no se huele. Ага, bueno. Так, давай сразу будем смотреть по влажности. Вот здесь, видишь, разводы? Да. Желтые. Это с крыши, да, там подтекать будет и, возможно, капать. То есть это надо будет на это, по крайней мере, делать скидку. И вот здесь, посмотри, видишь, тоже видно, там подкрашивали. И тоже есть такие желтоватые следы от водички заходящей. То есть это здесь самая главная проблема. И вот смотри дальше, по этим же... Вот. То есть тут водичка заходит легко и просто. И там прям уже начали даже немножко разрушаться деревяшки от постоянной влажности. Это делается, но ровными руками по хорошей технологии. Покрашено даже вот интересно вот так. ¿Cómo se abre así? Sí. Ага. Bueno. Короче, говорит, что вся мебель и техника может продаваться вместе с квартирой. Это как одна из опций. Либо можно купить отдельно. Посмотрим. Это первая спаленка. Окна выходят на заправку. Не знаю, хорошо это или плохо, нужно подумать. Шкаф. Тут такая система всегда встречается, встроенных шкафов. И санузел между спальнями. В принципе, вот эта система крепежа, конечно, часто встречается, и она очень странная, интересная, я бы сказал, примитивная. Можно, конечно, делать интереснее. И здесь такая же штука с попаданием воды. То есть, по-хорошему, просто всю крышу нужно разобрать и перестелить с нормальной гидроветрозащитной мембраной и с нормальным крепежом металлопрофиля, например. И вот вторая спальня. Похоже, что она зеркальная. Чуть поменьше шкаф. Es bastante viejo, pero funciona. Funciona. Перфекто. Саш, здесь тоже есть немножко следы попадания влаги. То есть, как я сказал, по-хорошему, если уже делать, то всю крышу перестилать, потому что здесь, как бы они это не маскировали. Вот постоянная проблема. Да, дождь, значит, вода попадает. У многих аргентинцев просто у них уже такая логическая цепочка. Прошел дождь, значит, надо подкрасить. Но это не совсем правильно, я думаю. Надо что-то делать получше. По сторонам света, получается, вот эти окна выходят
на север, откуда будет целый день солнце жарить. Это надо иметь в виду. Ну, сквознячок, в принципе, можно сделать, потому что здесь даже есть два окна, восток и запад, которые дадут хорошую вентиляцию. Сейчас нам Сандра объяснит, почему на крыше у нас такие пятна желтые. Bueno, ¿puedes explicar? Bueno, ven. Se han cambiado las tejas, ¿ves? Ya Fíjate han que cambiado. ese techo no es el mismo que aquel. Ajá, ¿Te fijas? sí. Se ha hecho un cambio. Puede ser, ¿Y hace cuánto? no, ya te voy a confirmar porque tengo el mensaje, ven. Ajá, Guarda. Creo que la señora que vivía antes, sí. la señora que vivía antes del quien lo compró, Ujú. ya le hizo el cambio. Eso es chapa. Sí, Esa yo no es sé. teja. Sí, pero la cosa es que si hacerlo mal del lado de tecnología, puede Puede filtrar ser. agua. Puede ser que esto esté pintado y ha quedado otra vez la mancha blanca, porque no es humedad nueva. No parece ser nuevo, pero para que ya te confirmo lo que me preguntas. Disculpa, pero me parece que no es confirmable, porque ahora no podemos ni decir sí ni no. Mira. Hay que ver cuando llueve. Y ahora lo veo como la cosa que persiste, porque si pintaron, la pintura no podría hacerse así. Inclusive que antes de vender, querían preparar a la venta para subir el precio. Entonces, me parece que son manchas nuevas. Y también, por lo que yo veo, usaron aisladora térmica de no tan buena calidad. Смотрите, использовали обычный пенопласт в качестве теплоизоляции. Он со временем там иссохнется, покрошится. Его просто, можно сказать, не будет. Ну и не факт, что вообще какую-то мембрану использовали поверх. То есть видно, что ничего там нету, сделано примитивно. Поэтому здесь надо рассчитывать сразу на, как минимум, перестил полностью крыши. Может быть, с сохранением металлопрофиля, но его нужно снять. По технологии нормально сделать, допустим, ту же теплоизоляцию. Лучше вместо этого абсолютно горючего полистирола положить минеральную вату. Те же там 3-5 сантиметров. Подведем итоги. Первая квартира, во-первых, будем сразу иметь в виду, что по информации от риэлтора, ее текущий хозяин купил относительно недавно, сам там сделал. Он ее купил уже с такой крышей помененной, как она сказала. Но тогда возникает вопрос, он ее купил изначально под продажу, как проект. То есть такой, возможно, колхозный флиппинг с минимальными вложениями, если крышу менял не он. Потому что покрашено тоже абы как, следы видны, и крыша все равно продолжает течь. Поменял там водный бак на новый, я спросил, почему поменял, она сказала, ну типа старый же, он старый. Вот. И мебель еще поставил. Либо он, может быть, мебелировал, чтобы пытаться сдавать, но не пошло. Не знаю. И сейчас выставил на продажу как с мебелью, так и без двух вариантов. И там просто надо готовиться к тому, что как минимум поменять крышу, а так в целом по остальным вопросам вроде как должно быть нормально. Находимся в районе Las Flores. Это такой типа спальный район недалеко от Авениды Сарсфилд. И смотрим вот для Александра вторую квартиру, или точнее домик. Bueno, empezamos. Вот это все уберут. Тут попилили немножко, привели в порядок. Tiene calefacción, tiro balanceado. Sería un living comedor. Bueno. Ну, Саш, вот это все внизу похоже на то, что тоже влага капиллярно поднимается. Снизу, стены снизу намокают. Как видно, видишь, покрашено такими широкими мазками кисточки. Это просто готовили на продажу, как и предыдущий вариант. Там она в наглую обманывала.
Выход газа на улицу через стену идет тоже. Но это вопрос, на который следует обратить внимание. По крыше вроде следов не видно. Наискос идет или мне кажется? Что говоришь, наискос? Да, под углом, кажется, или... Надо смотреть, мерить. Ты знаешь, в следующий раз возьму нивелир и лазерный дальномер. Будет, наверное, понятнее. Но вообще-то похоже, как будто бы даже вот здесь, видишь? Немножко как арка идет. Да, что мне так кажется. Ага. Bueno, pero este parece que como construyeron hace 45, 50 años atrás, la tecnología no incluyó capa aisladora horizontal. Por eso puede ser. Entonces, en este caso, sería necesario, para evitar el problema de la humedad de abajo de las paredes, si este es un pared común con el vecino, por ejemplo, romper el piso y hacerlo desde abajo, desde dentro. Entonces, lo sabes. Ajá, sí. Y acá se ve muy bien que la humedad sale desde abajo. Claro, de los cimientos. Угу. Вот видишь, Саша, то же самое, влажность идет снизу из-под стен, потому что тогда просто по той технологии 45-50 лет назад не делали, ну вот они сказали, покосят траву, не делали, короче, горизонтальный слой гидроизоляции, и сейсмические нормы были другие. Зато, смотри, лимон, видишь? И как что с этой проблемой, если можно что сделать? Объясню. Это делается следующим образом. Частями разбивается стена снизу, то есть вот, допустим, мы отсюда на ширину отмостки или вообще вот на всю отмостку, вот это все снимается, делается подкоп, и ¿es de ladrillo o de hormigón? Ladrillo. Bueno, короче, он говорит, что это из кирпича построено. Просто если это из бетона, монолит, то это будет как бы кусок такой большой проблемы. Потому что, ну, ты представляешь, бетон, если там с металлической арматурой, это только дисками этими алмазными вырезать. Если... И тут, кстати, пока я не вижу кирпича. То есть он говорит, что это кирпичная стена. Если стена, допустим, кирпичная, делается подкоп, кирпичная кладка разбирается внизу, делается сначала фундамент, выливается из бетона, линия, потом делается слой гидроизоляции, ну, например, условно говоря, рубероид или какой-то такой материал, чтобы отсечь влагу, которая по капиллярному эффекту, как, знаешь, вот ты губку положишь на мокрый стол, и по губке она ползет вверх. Точно так же и здесь. И потом на слой уже этой горизонтальной гидроизоляции обратно собираешь кирпич. И так, допустим, эту часть сделал, ждешь, пока засохнет, потом делаешь следующую. Ну и, соответственно, можно параллельно делать в нескольких местах. То есть тут сделал, там сделал, например, еще там, то есть части стены. Там, Да, по это уже не крыша, это уже намного... Это намного затратней и по времени, и по стоимости процесса. Кухня вот такая небольшая с выходом на этот собственный задний дворик. И вот сейчас будет вход в спальную зону из 3 спален. Y ahora los servicios dan de baja, ¿no? No, está cerrado el agua. El servicio que no tiene aún es la luz por falta de pago porque el cliente no está acá, pero se entrega con todos los servicios activos. Ah, bueno. Eso en caso de que tu cliente tenga interés, obviamente entregamos los libres deudas y el servicio activo. Perfecto. Agua, luz y gas. Окей. Так. Ну, видно, что домик старенький. 45 лет. ¿Tiene escritura pública? ¿Tiene planos? ¿Todo? Planos no, escritura sí. Escritura pública sí. Planos no tiene. En realidad el cliente los extravió. Se puede pedir de nuevo, pero bueno, tiene un costo que él no quería. Disculpa, Sí, ¿podrías? yo te lo averiguo si lo puedo conseguir los planos. Ajá.
porque podrían estar cargados en la página acá del gobierno de Córdoba, en la municipalidad. Sí. Te averiguo, entonces, Paula, te lo paso en PDF. А, перфекто, Sí. перфекто, sería bueno. Así que, pero con escritura tiene escritura pública. Мгм. Да, эскритура есть, короче, нету планов, ну, он постарается найти. Сколько это может быть? Вот это самое важное. У меня пока нет ответа на Это вопрос. уже повлияет и на ответ. У меня пока у самого нет ответа на вопрос, сколько это будет стоить, но мне это самому актуально и интересно. И поскольку эта проблема общая для всего жилого фонда возрастом 45-50 лет, отсутствие горизонтального слоя гидроизоляции, это надо знать. Я узнаю в ближайшее время ответ на этот вопрос, и уже можно будет хотя бы примерно считать, что вот для дома просто будем, допустим, считать не по площади, а просто по периметру стен. Ориентировочная стоимость такой работы. Но это будет точно не быстро и точно не дешево. И к этому надо быть готовым. То есть я сейчас тебе сходу, ну, допустим, рассчитывать 10-15, это в легкую. На это только положить. Я смотрю, что тут было разделение, был такой номер, и, скорее всего, что это была один дом. Мне так кажется. Disculpa, una pregunta. ¿Es visible que el número acá fue anteriormente 252? ¿Significa que este fue una casa completa y después le dividieron, no? No, hubo una época en Córdoba donde se modificaron las numeraciones de las casas. Entonces cambiaron los números. Ah, cambiaron el Sí, número. cambiaron los números, pero las propiedades siguen siendo las mismas. Ага, интересante. Окей, bueno. Этот дом, он сильно старше, как будто бы. И это видно. Проблема есть с влажностью, что подразумевает очень большой объем работы. Вопросы тоже с нумерацией дома, которая поменялась, и когда риэлтор не знает ответа на вопрос, почему поменялось, он говорит, что 25 лет были какие-то изменения, 25 лет назад какие-то изменения, типа могли название улицы поменять, а это могла быть, как он говорит, конечно, публика, то есть публичная улица без названия, просто с номерами домов. Ну, интересно. Для нас этот опыт, конечно, эта информация новая и совсем непонятная. Ну, в общем, подразумевает, что вложения требуются и приличные. Цена 39 900 обсуждаем. То есть она включает какое-то пространство для торга. Но пока рано принимать какие-то решения, поскольку есть еще варианты у нас на осмотр. Имеет смысл сразу посмотреть все. Неудобно в табличном виде уже просто их даже сравнивать по площадям, ценам. В комментариях можно прописывать какие-то возможные там улучшения и тогда двигаться. Да, я бы даже какой-то рейтинг сделал в таблице, просто чтобы на холодный ум по каждому параметру, который для меня важен, поставить какие-то оценки и посмотреть, что объективно мне подходит, потому что мне, допустим, этот дом, который мы сейчас смотрели, он мне очень нравится по духу, даже по расположению, лучше, чем я думал, но он требует других вложений, это не так, как квартира. В общем, есть свои плюсы и минусы, поэтому такая трезвая оценка, я думаю, что она точно не будет лишней, и от нее уже отталкиваться про ощущения, про все остальное. Да, я думаю, что в принципе, если рассматривать даже как проект на вырост, вот этот дом тоже не похоже, что он начнет требовать от тебя больших вложений со старта. То есть как бы заехать и жить можно. Риэлтор сказал, что то, что сейчас там отключено электричество и вода, это просто за неуплату, но продаваться дом будет тебе уже со всеми подключенными сервисами. Соответственно, можно будет заселиться и хоть как-то жить, к примеру, частями проводить там свободное время. Или, не знаю, как-то планировать эти работы по улучшению. Еще такой момент я заметил, когда мы зашли, только были у риэлторов, других риэлторов другие лица. Когда ты начал указывать на какие-то недостатки, аргументированно что-то показывать и спрашивать, сразу они начали отстраняться и как-то пытаться на другое перевести внимание, какие-то вещи другие рассказывать. Тоже это такой момент, я думаю, что важно. Это ты сейчас говоришь про последних, про ребят из Римакса? Сейчас, да. Да, ну, я, если честно, на их лица не смотрел, но наблюдение интересное.
Я сразу это почувствовал, как только ты начал. То есть они стали, Свою часть. стали как будто менее дружелюбными? Да. Плюс я понял. еще услышал то, что я худо-бедно понимаю испанский, услышал то, что они говорят. Они не были прям в восторге, что вот человек пришел, который может не просто проблему увидеть, а сказать почему. Мгм. Вот такое наблюдение тоже. Слушай, да, и ты знаешь, вот еще интересно, хорошо, что ты вспомнил, потому что как работают здесь риэлторы, мне очень интересно. Это, казалось бы, публичная профессия. Ты работаешь с людьми, у тебя как бы должна быть какая-то репутация. Казалось бы, Но когда ты откровенно пытаешься впарить и откровенно в глаза людям поришь какую-то дичь, как вот предыдущая это Сандра, да, она ведь вряд ли она владеет технологией. И я ей говорю, что там не сделана мембрана ветрогидрозащитная сверху, раз вода протекает. Нет, говорит, мембраны всегда делаются. Ну откуда она может знать? я услышала слово, которое ты сказал, и использовала его в своем предложении. Да. Это в этом ее стратегия. Но имея опыт еще уже с предыдущими риэлторами, тоже из именитых компаний, вот не буду сейчас пока называть, потому что я пока что немножко заинтересован в успехе с одним из вариантов, который от этой же компании продается, но мне все же интересно, они часто сильно не договаривают, это раз, и во-вторых, они часто сильно искажают факты, то есть открыто лгут просто в глаза, и вот мне интересно, а как они о последствиях думают? Или у них продал и забыл? В целом я так и думаю, что у них нет никакого ключа ответственности. И было бы хорошо завести, ну, вот, как мы завели для себя, табличку типа черного списка риэлторских контор. Точно так же можно вообще какую-то публичную делать, знаешь, какой-то сайт с отзывами, ну или там на тот же Google Maps пробовать вносить просто для людей эту информацию, сделать общедоступной, чтобы не обжигались клиенты. Я думаю, в таком случае нужно добавить туда половину города, потому что с таким подходом, понимаешь, мне кажется, что у них такой подход. Это тебе нужно купить, а не им продать, это во-первых. Согласен. А во-вторых, если ты не задаешь ни вопроса, ничего, они никогда не уточняют для тебя, они будут на твоей стороне работать. Я вот сходил на просмотр нескольких квартир сам, там и со своим знакомым, и просто риэлтор в большинстве случаев, там, где я ходил в этих компаниях, это человек, который открывает двери в квартиру, ну и, может быть, сделает кружок по квартире вместе с тобой, И пока просто ты будешь мило что-то улыбается. спрашивать. Да. В продолжение предыдущего разговора я должен добавить, что вообще в целом интересно, конечно, в другой стране совсем все по-другому работает. У них иные нормы строительства, иные требования, иной подход и иные традиции оформления сделок. И даже сейчас я уже скажу вам, что везу сейчас предоплату за интересующий меня вариант в офис, и документы на недвижимость я увижу только в момент внесения предоплаты, ну или за там, пару минут до этого. До этого они почему-то что-то скрывают, я не знаю. Какие-то документы можно посмотреть в общедоступных ресурсах, но все это выглядит как какое-то, знаете, наперстничество, когда все как-то мутно, все как-то скрытно и как-то преподносится под какими-то соусами непонятными. Доверие точно не вызывает, а только настораживает. Но я знаю, что та авантюра, в которую я сейчас планирую ввязаться, она будет оправдана. Я думаю, вы поняли уже, о чем идет речь. Дело в том, что получил ответ от архитектора, и мне сообщили, есть, кстати, общедоступная карта, я себе сохранил, что по данным той карты можно настроить вверху 2 или даже 3 этажа еще. И это уже совсем другое дело. Мне тут же представилась какая-то, знаете, крутая такая башня, хостел с интересным фасадом, готическим, с какими-нибудь там гаргульями. И это будет очень прикольный и, я думаю, популярный проект. Единственное, что нужно будет сделать для того, чтобы его реализовать, это все же
перекопать все под стенами и посмотреть наличие там фундамента, а если его нет нормального, то сделать хороший качественный фундамент, чтобы выдержал всю мою задумку. Ну, сейчас у нас печатает резерву, который у меня останется подписать. С документами все классно. Посмотрел планы, тоже все классно. Планы, которые вот здесь, в правом полушарии, еще больше достроились. Так что ждем уже с нетерпением скорого будущего.